случае нелегальных действий, то первым присядет директор компании и главбух, да? Не скажу прям на 100%, что нужно отчебучить, чтобы присесть. А я скажу. Клиенты недовольны. Человек должен быть доволен, и он не должен ходить в 100 дверей, чтобы получить ответы на все свои вопросы и решения. Почему так происходит, что я в итоге как предприниматель виноват? Есть компании, а есть баба Кася, которая кшингует на кухне. В одной рукой она варит журик. У нас замечательная бухгалтерша. Мы списали PlayStation, я списал туда Mortal Kombat, мы посписывали кальяны. Там, где есть команда, есть какой-то имидж, не знаю, репутация. Это будет стоить немножко дороже, чем бабушка Кася. Сергей, почему польские бухгалтерии работают так? В этом видео я хочу разобрать этот фундаментальный вопрос. Польские бухгалтерии работают как жеки в Советском Союзе. Медленно, безразлично, без какого-либо желания помочь клиенту. Человек ожидает хороший, качественный сервис, а в итоге получает какую-нибудь декларацию с подписью «Бери, не...». Хорошо. Давай разбираться, почему так. Моя гипотеза – это… Я сторонник того, что 50 на 50, проблема 50% клиента, да, и 50% бухгалтерии. Я считаю, что 50% связаны с клиентом, это то, что у клиентов неправильные ожидания, да, они приезжают там из Украины, из Беларуси, и они как бы имеют свой прошлый опыт работы с бухгалтерией в своей стране и думают и рассчитывают, что их будут обслуживать так же. Это вот сторона клиента, почему он потенциально не прав. Но что же с бухгалтерией? Почему она так плохо работает? Давай как-то это декомпозируем подробнее. Что происходит? Я думаю, что тут моя точка зрения такая, что уровень нормы у сервиса, у направления, у бизнесов, вот это является самой большой проблемой. Ты не первый день живешь в Польше, я думаю, ты столкнулся с тем, что сервис в Польше вообще в принципе намного слабее, чем в Украине. Возьми обслуживание в ресторанах, либо еще что-то. Да. Поэтому я считаю, что это уровень нормы. И знаешь, есть такая поговорка про поляков. Если что-то тебе нужно сделать сегодня, но ты переложишь это на послезавтра, у тебя будет 2 свободных дня. Угу. Вот я считаю, что здесь проблема. Потому что был у нас негативный опыт сотрудничества с польской бухгалтерией. И там вообще было, если хочешь, могу тебе рассказать немного подробнее. Да, расскажи. Конечно, у нас еще не было нашей компании, которая занимается бухгалтерским обслуживанием, и несколько наших компаний обслуживалось на аутсорсе у поляков. Угу. Спустя 2 года оказалось, что 2 года нас кшинговали пальцем в небо. То есть человек рандомные цифры записывал, и выставлял нам информацию о том, что вот такой-то налог нужно заплатить. Мы на доверии делали это все. И после того, как мы зарегистрировали свою компанию, мы сделали аудит, и сейчас дело в суде. До сих пор? Да. И польские суды работают быстро, да? В кавычках. Да. Это как раз вот тебе пример еще один. Что, это мы сейчас обсудили польскую сторону. Что происходит в целом, там, неважно, собственники компании бухгалтерской, русскоязычные, там, из Украины, из Беларуси, либо поляки, почему так происходит? Да? Вот, хорошо, клиентский сервис, понятно, то есть человек, который смотрит это сейчас видео и хочет там сменить свою бухгалтерию, потому что он ей недоволен, скорее всего, он так это видео нашел, либо он там только планирует переезд в Польшу, на что ему рассчитывать, да, вот, давай ему создадим правильные ожидания у человека. Очень хорошо, что ты поднял этот вопрос, потому что на своей практике мы сталкивались и сталкиваемся с завышенными ожиданиями, потому что я в Украине тоже вел бизнес, и я знаю, что бухгалтер – это человек, который делает все. Он имеет доступ к счету, он оплачивает платежи. При необходимости он контактирует с твоими контрагентами, запрашивая какую-то дополнительную информацию. Ведет складской учет и много-много чего другого. В Польше бухгалтерия классическая выглядит совершенно иначе. То есть, если так в 2 словах, как работает классическая стандартная бухгалтерия в Польше, это ты высылаешь своевременно финансовые документы за предыдущий месяц. Своевременно это а-ля там до 10 числа, да, обычно? Да, мы просим, чтобы высылали немного раньше, до 10 числа это дедлайн. По крайней мере, 10 числа. У нас есть клиенты, которые 1 высылают. У нас какие умнички, да? Самая дисциплинированная, назовем это так, каста клиентов, это айтишники, они 1 числа высылают все документы. У них и проще, знаешь, по бухгалтерии, они там контрактуются с несколькими, скорее всего, клиентами. На рычалке работают, там 1-2 фактуры в месяц. Проще. И вот основная проблема – это завышенное ожидание, поэтому мы на этапе квалификации клиента, который к нам приходит, мы, кроме того, что узнаем, какие у него потребности, чтобы максимально создать ему стратегию,
по регистрации бизнеса, выбора налогообложения, кодов деятельности и прочее, мы ему сразу же объясняем, каким образом работает бухгалтерия. Потому что если ты скажешь об этом на берегу, то когда ты пойдешь в плавание, не будет к тебе каких-то претензий, что мы тебе платим, а ты ничего не делаешь. Поэтому это очень большая проблема, когда человеку не осаживают его ожидания, либо их, наоборот, завышают с целью привлечения клиента. Мы такое не делаем. И нередко у нас бывает такое, что мы отказываем клиенту в сотрудничестве, если мы понимаем, что мы не сможем дать ему качественный сервис, либо если мы понимаем, что наши разговоры с ним не привели к тому, что его ожидания соответствуют реальности. Ну, а существует ли возможность дать качественный сервис? И давай еще очертим, как бы, что такое качественный, некачественный сервис. Вот расскажи, как бухгалтерия польская типичная работает. Я все равно пока не понимаю. Ну, или делаю вид, что не понимаю. Вот на что человек может рассчитывать, на что ему не рассчитывать? Какие управленческие, допустим, функции ему нужно скинуть на своего бизнес-ассистента, своего бухгалтера, там, украинского, да? А что он должен делать сам? Где его ответственность, где ответственность бухгалтерии? Давай прям разбирать это все по молекулам. Если говорить о самой большой проблеме в польской бухгалтерии, это несвоевременные ответы на вопросы бизнеса. У нас концепция такая. Бизнес должен заниматься бизнесом, но он не должен заниматься формальными какими-то вещами, он не должен переживать или плохо спать из-за того, что вдруг мне не вовремя все посчитают, либо посчитают неправильно. И вот мы, когда с клиентом начинаем сотрудничать, мы ему говорим, ты получаешь финансовые услуги на доступном языке. Здесь мы закладываем две составляющих. Доступный язык – это означает, что сложные формулировки, сложные вещи мы объясняем на пальцах. Второй момент немаловажный, что мы разговариваем на украинском, русском и английском языке. Ну, польский – это понятно, да? И вот зона ответственности собственника бизнеса – это предоставлять нам своевременно информацию о своей хозяйственной деятельности, финансовые документы. Получив 100% и своевременную информацию, мы своевременно рассчитываем налоги, которые ему нужно уплатить. Если это присутствует наемный труд у бизнесмена, то мы своевременно предоставляем лист уплат. То есть как бы зона ответственности бизнеса в этом. Не всегда это должен заниматься собственник. Если это ЙДГ, то понятно, там ничего сложного. Если это уже СПЗО, то чаще всего это ассистент. Работает это каким образом? Мы начинаем сотрудничество, создается какой-нибудь канал. Почему говорю какой-нибудь? Потому что мы не навязываем, каким образом с нами коммуницировать. Мы эластичны. Если удобно в WhatsApp, пожалуйста. Удобно в Телеграме, пожалуйста. Мы для себя берем, озвучиваем, что нашему клиенту, что ты не получишь ответ сию секунду, но мы обязательно всегда говорим, что вопрос принят в работу, ориентировочный срок ответа вот такой-то. Потому что если ты увидишь, прочтешь и ничего не напишешь, то человек подумает, что ты ему безразличен. Ну да. У нас все бухгалтера русско-украинскоязычные, поэтому бизнесу очень комфортно с нами работать. При этом главный бухгалтер – это гражданка Польши с 20-летним опытом. Она ориентируется, хорошо ориентируется, и проект-менеджер в этом направлении у нас тоже поляк. Поэтому не стоит переживать, что некоторые клиенты нам задавали вопрос, а вот у вас украинцы и белорусы работают, как я могу быть уверен в том, что вы предоставляете качественный сервис, который соответствует действующему законодательству? Да. Все просто. Мы регулярно проводим обучение и контролирует за этим всем процессом главный бухгалтер, пани Аня. Передаю вам привет. Да, и она сейчас такая на русском прям поняла. Или она понимает русский? У нас хохот такой, у нас в отделе продаж работает руководитель, ты ее знаешь. И она, когда пришла на работу, она плохо на польском разговаривала. Она решила пойти по дороге довольно интересной. Она не сильно продолжает заниматься польским языком, но при этом с Мареком, с проект-менеджером, она все время коммуницирует на русском языке, и он ее понимает. Ну, видишь, приноровился. Окей. Почему все равно клиенты недовольны? Да, вот смотри, я 10 лет в Польше живу. Ты сколько в Польше? Уже? Будет 1 апреля 6. 6 лет. Ну вот я 10 лет живу, и в принципе мы первую компанию нашу Uni Consulting СПЗО открыли в 2015 году. Сколько это компаний? Там 9 лет, да, условно. И я ни разу за это время, несколько раз я слышал от каких-то мифических подписчиков, где-то в комментариях у нас, что я доволен своей бухгалтерией. И на вопросы, и там, супер, дайте мне контакт, они куда-то исчезали. Да? У меня такое ощущение, что это писал собственник бухгалтерской компании. Возможно, знаешь, типа, рекламировал. Да. Но в любом случае, мы обсудили, хорошо, неправильные ожидания у людей, да?
все, сейчас, ну, у нас люди умные, они это услышали, все, понижаю планку. Нет, тут вопрос не в том, что понижай планку, потому что звучит как-то не совсем корректно. Звучит, да. Будь реалистом. Я тебе скажу так, есть бизнеса, в которых вот можно даже посмотреть по стоимости фактуры нашей, которую мы выставляем за обслуживание, Да. можно понять объем бизнеса, потому что тариф зависит от количества документов финансовых. И есть бизнеса, которым я рекомендую на определенном уровне взять себе в штат бухгалтера, Да, не переставая сотрудничать с нами до какого-то момента, чтобы переходной период, то есть наступает определенный момент, когда бизнесу нужен бухгалтер in-house. Ну да, внутри компании. Да. Переходной период – это когда, например, там, под обучение бухгалтера. Это довольно много таких людей, которые хорошие, компетентные, но им нужно еще немножко окрепнуть. И вот продолжи, пожалуйста. Я хотел бы тебе тоже один вопрос задать. Наверное, к нему и подведу. Вот ты говоришь, у вас 9 лет компания, Да. вам пишут, что классные есть бухгалтера, и потом не отвечают. Скажи мне, что тебя конкретно не устраивало в бухгалтерии? Ну смотри, я в данном случае буду я и за себя буду говорить, но я знаю, что это проблема там 80% людей мне это пишут в комментариях там, или за рекомендацией обращаются. Первое, это не устраивает скорость ответа. Да? То есть, ну, банально, топ-1. Да, это топ-1. Банально людям не нравится то, что им нужно ждать. Многих бесит то, что нужно писать именно на e-mail. Ну, потому что в наших странах e-mail, знаешь, да, то есть это история какая-то такая уже средневековая, да, типа мессенджеры, да, все привыкли. И первое – это скорость ответа. Какая для тебя скорость ответа нормальная, чтобы понимать? Я считаю, что это адекватно 24 часа. Вот. Потому что за 24 часа это больше, чем даже один рабочий день обычно, да, ну, там, от скорости написания. Ну, я сейчас так утрирую, но я задаю вопросы, чтобы понимать, потому что как раз вокруг этого и диалог построен. Да, ну, построен вокруг этого. Мне нравится твой подход. И скорость ответа 24 часа. Второе, это на что жалуются постоянно, это то, что бухгалтерская компания только как бы ксингует документы, то есть это точно не мозги, да, это просто, я сейчас цитирую одного своего товарища, просто тупорылая механическая работа, за которую еще и, сука, никто не несет ответственности, да, и перетекая в третий пункт номер 3, ответственность. То, что ты как бы ведешь там свою компанию, а потом тебе говорят, у вас тут 5 сотрудников было, у нас тут кадровая поменялась, она тут аудит сделала, а тут как бы этого нету. И ты такой, так, ну вы ж вели, вы виноваты. Да не, ну мы не виноваты. Мы как бы тут просто... Ну, понятно, жопой по столу То, что да, жопа по столу. Это очень хорошо. Жопой по столу поерзали, туда-сюда, обратно, о боже, как приятно, да? Да. И все. Соответственно, время ответов, что было второе? Глубина, да, ответа, ну, как бы... Я понимаю, о чем ты говоришь. Советы и рекомендации. Да, назовем, окей, советы и рекомендации. Третье – это возможность хоть как-то там риски свои там скинуть, да. Окей, не так, как в Украине, что если у тебя главный бухгалтер в компании главбух, то, в принципе, в случае нелегальных действий, то первым присядет директор компании и главбух, да. Если ты директор компании, то сядешь ты и твой главбух, да. Но это надо сильно исполнить, чтобы присели прямо сейчас. Нет, там в Украине варианты есть. В Украине, да, я имею в виду за Польшу. Да, за Польшу я понимаю. То, ну, здесь, это я сейчас утрированный пример, то здесь, ну, как бы вообще такой конструкции нет. Если мы почитаем договора с бухгалтерскими компаниями, то обычно это договор, который бухгалтерская компания тебе предлагает подписать их, да, и, соответственно, ну, там, раздел «Отповідальність» по той стороне, он обычно такой, а твоя отповедальность вот такая. Я этих договоров видел там пачку, да. Вот это вот 3 основных таких вещи, которые я бы обозначил. Давай вокруг них поскакаем по эту тему. С удовольствием. Скорость ответа, я ее выделял как топ-1, это реально важно. Можно разделить это на несколько моментов. Есть вопрос срочный, не терпящий отлагательств каких-то. Есть вопрос, например, вот ты меня спросишь что-то, когда ты это сделаешь, я скажу, мне нужен это вот час в течение недели. То есть для тебя, для твоего бизнеса ничего не изменится. Очень важно понимать психологию человека и
Вот я тебе приводил сегодня пример. Допустим, я твой бухгалтер, ты мне пишешь запрос какой-то. Я понимаю объективно, что я это тебе в течение 2 дней не сделаю, но я понимаю объективно, что тебе в течение 2 дней это и не нужно. То есть тебе это нужно, например, к 20 числу. 2 варианта развития событий. Ты мне пишешь, я просмотрел, ты видишь 2 галочки, ничего не ответил, это вообще трэш. Второй вариант, я тебе пишу, там, здравствуйте, Станислав, хорошо. Ты тоже не можешь понять, что хорошо. У тебя начинается внутри кипеть все. Как правило, когда человек заходит, когда у него попадает в кровь кортизол, он начинает уже додумывать, еще что-то. Накручивать себя, да, домой пришел, жена невкусный борщ сварила, еще накрутил себя. А виновата бухгалтерская компания, которая не отвечает. Да, за все. И вот мы практикуем подход, как я тебе уже сегодня говорил, повторюсь еще. Отвечай, да, я принял ваш запрос. То есть обратную связь. И да, вот мы стараемся 24 часа, но если мы понимаем, что вопрос требует чуть больше, тут же еще есть под капотом, знаешь, такая история, когда вот у бухгалтеров есть так называемый окрес, это от 10 до 25 числа, когда у них дым с ушей, они кшингуют, и когда поступает вопрос, я не назову его второстепенный, но который не такой срочный, 2-3 дня может потерпеть, а закшинговать какого-то клиента, ты не бросишь на полпути это все, сделаешь то, что тебе попросили, и вернешься. Если ты вернешься, тебе, скорее всего, заново это, не заново, но ты понимаешь, да, когда ты что-то делаешь, и возвращаться к началу, мы отвечаем клиентам всегда, что да, мы приняли ваш запрос. Во-первых, мы понимаем, можем ли мы это сделать, потому что нередко к нам обращаются, составьте мне договор там, с моим контрагентом или там, дайте мне консультацию по таможенному какому-то вопросу. Мы такие услуги не предоставляем, но мы стараемся создать экосистему для того, чтобы предприниматель, попав к нам, чувствовал себя окруженным заботой, теплом и уважением. У нас есть ряд партнерских каких-то компаний, и мы эти запросы передаем туда. Но мы клиенту тоже об этом сообщаем, что мы такую услугу не предоставляем. Вот вам контакт, либо мы можем ваш контакт передать напрямую партнеру. Человек должен быть доволен, и он не должен ходить в 100 дверей, чтобы получить ответы на все свои вопросы и решения. Поэтому да, это проблема топ-1. Есть такая проблема. Принято. Да. Что дальше? Дальше у нас это... Давай, подожди, еще хотел добавить, да, мысль какая на этапе, она сейчас еще не внедрение, но уже предвнедрение. Мы хотим в нашу компанию создать такое понятие, как отдел контроля качества, чтобы человек мог туда сообщать, клиент, не писать бухгалтеру, что я недоволен вашим обслуживанием, а писать в отдел, который будет эти заявки обрабатывать. Да, это нужно для того, чтобы систематизировать проблемы, которые могут у нас появляться. Я не исключаю, что я не говорю, что мы не идеальны. Да. Вопрос в том, что ты с ними делаешь. Мы хотим систематизировать, если это будет массовые какие-то сбои в нашей системе, и не допускать их в дальнейшем. Вопрос следующий по поводу советов, компетенций. У меня есть друг хороший, который из моего города. Он сейчас во Вроцлаве живет, и он занимается бизнесом. И вот он привык, у него бухгалтер был, он давно ведет бизнес, наверное, лет уже 20. И вот у него, не знаю, лет 15, наверное, был один и тот же бухгалтер. То есть, ты представляешь, какой у них уровень доверия и отношения между ними. То есть она знала всю подноготную, чем он занимается, и он ей звонил или писал, давал какое-то поручение, там, например, посчитай, как мне там оптимизировать, либо сделать что-то то лучше. В Польше, к сожалению или к счастью, не знаю, стандарт в Польше советы по тому, как тебе оптимизироваться, не применяются в целом. Теперь в 2 словах интеграция про наш подход. Когда мы на первом этапе разговариваем с человеком, мы его опрашиваем очень подробно, чем он хочет заниматься и как он видит, что это будет заниматься. Потому что очень важно понимать, что у человека в голове, в какую сторону он смотрит. Начинается все от элементарного выбора кодов ПКД, если человек не ориентируется. Потому что у нас клиент – это бизнес, который вот только образовался. У нас есть немало клиентов, это бизнес, который расширяется с других стран. С Украины, у нас есть там с Чехии, есть пару азиатских стран. Мы анкетируем человека, и мы говорим, вот смотри, то есть это уже с нашей стороны совет, то, что многие не делают. Тебе идеально вот такие коды ПКД. Если ты планируешь в ближайшее время добавить еще что-то, давай сразу впишем это все при регистрации компании. Какой риск неправильно подобранного ПКД? Да, в принципе, на моем опыте никакого. Нету прецедента, чтобы сказать. Потому что, знаешь, вот в Польше есть некоторые такие абсурдные ситуации, что что-то ты делать не можешь, но если ты это сделаешь, нет органа, который это проверит.
Неплохой вариант. Да, но мы не злоупотребляем этим, но у меня нету кейса, чтобы тебе... Могу придумать что-то, но не хочу. И вот очень важно тоже человеку... Ты же помнишь, публика дура, но ее не обманешь. Я понимаю, поэтому я всегда за чистоту материи, и я лучше скажу, что я этого не знаю, чем буду придумывать на ходу. Немаловажный тоже момент – это какая система налогообложения должна быть у человека. Мы рассказываем, какие существуют и какую с нашей точки зрения. Очень важен диалог между клиентом бухгалтерской компании и бухгалтерской компанией, потому что люди, которые обращаются, наши действующие клиенты, к нам с запросом, который считается нестандартным, вот если человек к нам обратился, мы ему стараемся помочь максимально. Это может быть совет какой-то, это может быть онлайн-консультация, это может быть, если человек во Вроцлаве, встреча во Вроцлаве. Но если человек бросает 2-3 фразы в Телеграме бухгалтеру, которая сидит, и она не понимает, что вот эта услуга может быть реализована, но она знает, что ее нету в пакете наших услуг. Но мы можем ее реализовать, потому что вот у нас такой подход к человеку. Вот недавно был, не зовут, а прецедент, ситуация была. 2-3 строчки без «здравствуйте», без «добрый вечер», еще что-то. Мне нужно то-то, то-то. Ответ был такой: к сожалению, мы такую услугу не предоставляем. Потом, когда уже дошла информация до меня, мы услугу такую предоставили. Ну, понимаешь, правильный диалог двух взрослых людей должен быть. Угу. Окей, получается, время реакции есть, качество, и третье, что у нас было? Ответственность. Ответственность, да. Ну, мы можем сказать о том, что большинство, многие бухгалтерские компании имеют страховой полис от есть ошибок. Ну, по сути, так это же страховка их. По сути, это, знаешь, это не предотвращение, а уже устранение последствий. Ну да, поэтому, кстати. Тут страховка, она тебе ничего не даст. Она не вернет тебе контрагента, которого ты мог потерять из-за чего-то, да? Не вернет тебе нервов. Она мне не... Смотри, страховка не вернет... Страховка, которая есть у бухгалтерской компании в Польше, она не вернет мне заблокированный мой счет банка Сантандер, который заблокировал это, потому что кто-то неправильно посчитал мне налоги. Да. И вот, я тебе почему так происходит, что я в итоге как предприниматель виноват? Я тебе рассказывал кейс про то, что нас обслуживала польская бухгалтерия, и мы с ними судимся. Изначально была отправлена вся необходимая информация в страховую компанию, в которой эта бухгалтерия была застрахована. Угу. Нам сказали, вы ничего не получите. То есть тут у нас тоже есть страховка, но она есть... Сколько она стоит? Там, какой чек? Каких цифр идет? Я тебе не скажу, я не помню, сколько она стоит. Я знаю, что мы застрахованы на ответственность в сумме до 130 тысяч евро. Угу. Я не помню, сколько она стоит, не я ее оплачивал. Я считаю, что страховка есть страховка. Это никаким образом уже не вернет предпринимателю те потери. Это может быть даже время, самый ценный ресурс, если человек потерял на это время. Или у него заблокировано там 100к на счету. 100 денег заблокировано, и он не может совершить платеж, он потерял выгодную сделку, он не вовремя выплатил заработную плату. Поэтому ответственность – это очень важно. А почему так происходит? Почему они ее не берут? То есть это реалии рынка? Я просто хочу, чтобы люди для себя зафиксировали какой-то тезис, типа, окей, все, ответственность никто не берет. Почему? Потому что вот Сергей, как один из представителей этого бранжи, да, как это сказать, этой индустрии, да, это подтвердил. Да? Почему так происходит? Я не говорю, что на 100% рынок так работает, но я тебе отвечу примером. Это реальный пример, который произошел с моей бухгалтерской компанией и с моим очень хорошим знакомым. У него ЙДГ. Первые несколько месяцев он обслуживался у нас. Потом он сказал, я у себя, он не с Вроцлава, он говорит, я у себя в городе нашел на 100 злотых дешевле бухгалтера, я буду обслуживаться у него. Мы такие, ты взрослый человек, ты имеешь право выбора, если ты так решил, окей, при этом мы не перестали. Я думал, если ты так решил, пусть с тобой скажите. Не, мы не перестали с ним дружить. Но в итоге бухгалтер, который стоит на 100 злотых в месяц меньше, допустила ошибки с ЗУСом, с начислением, там что-то. И в итоге после того, как был закрыт финансовый год, ему пришлось доплатить 20 тысяч злотых. За ее какие-то там ошибки, да? Да. Ну и вот, отвечая на твой вопрос, я периодически занимаюсь анализом рынка, конкуренции, хочу быть все время в теме. Не помню, откуда была информация, неважно. 75 тысяч бухгалтерских компаний в Польше. Какое-то сумасшедшее количество. Да, есть компании, вот, например, мы компания, вот есть еще другие компании. Да.
А есть бабушка Вера, которая кшингует... Ты имеешь в виду баба Каща? Да, баба Каща, которая кшингует на кухне. Она взяла себе там 10-15 ЙОДГ. Ну да, ты фрилансер, хоботица. Фрилансер, да. И она кшингует на кухне. В одной рукой она варит журик, второй рукой она жарит схабовый. А третий фрит. А ногами замешивает фритки, я понял, да? И вот какая ответственность? Понимаешь, люди... Тут на моем примере. Да. Я пойду туда, где на 100 злотых дешевле. Есть люди, которые говорят, я понятия не имею, чем занимается мой бухгалтер, но я считаю, что я плачу дорого. И да. Вот... Но смотри, ты сейчас говоришь по стороне... Я тебе пытаюсь донести, почему много ситуаций, когда плохое обслуживание и никакой ответственности, потому что когда ты обращаешься... Это непонятно, кто чем занимается. Да, ты когда обращаешься в компанию, там, где есть команда, там, где есть какой-то имидж, не знаю, репутация, это будет стоить немножко дороже, чем бабушка Каща. Да. Но будет ли ответственность больше? В этом вопрос. Я считаю, что да. А за счет чего? Вот есть у вас в вашей линейке продуктов там топ какие-то конкуренты, которые вот именно в вашем сегменте, да? У вас, плюс-минус средний сегмент по рынку, потому что это такой рынок, где, ты не можешь сделать чек на одну и ту же услугу в 2 раза больше. Потому что тебя точно будут сравнивать по чеку, да? В качестве сложно удостовериться на старте особенно. И то есть все компании одинаково не берут ответственность. Давай, может, разделим как-то это... Я не говорю, смотри, я не беру, одинаково не берут ответственность. Смотри, ответственность, размотаем в обратную сторону. Да. Ответственность за что? За совершение ошибки. Да. Совершение ошибки по какой причине может быть? Есть первый пример, который вообще сейчас не будем обсуждать, потому что если это так, то закрываем лавочку, злой умысел. Я в это не верю, что бухгалтерские компании допускают ошибки специально. Да. То есть, теоретически может быть, но на практике нет. Есть второй пример, это дебильный умысел. Дебильный умысел, да. А есть техническая ошибка, и вот я как раз... там на нолик ошиблась? И вот смотри, бабушка, возвращаемся к нашей любимой бабушке Каше. Она кшингует в блокноте, условно, да? Или там в Excel в лучшем случае. Компании чуть повзрослее в плане уровня своего, они пользуются какими-то системами, там, самыми распространенными на рынке, их там немного, все плюс-минус. Комарх, либо еще что-то. Да. Компании еще чуть повзрослее, сейчас там не по возрасту компании, а по ментальности, да, они уже дополнительными какими-то IT-технологиями пользуются. И вот системность такая, она использование системы позволяет снизить количество ошибок на минимум. Есть такой момент еще очень хороший. Очень нередко в Польше меняется законодательство. И человек, который... Есть люди, которые не хотят развиваться. Я думаю, ты таких много знаешь. Вот уровень такой, у него нормы в жизни есть, и все. А есть люди, которые, и компании, которые проводят обучение своим сотрудникам. Вот вступило изменение в силу, начиная с 2024 год уже нужно закрывать билансы, РЗИС и все прочее немножечко по-другому. Я тебе не скажу, как немножечко по-другому, потому что я сам по себе не бухгалтер, но у меня уже 3-ю неделю, раз в неделю бухгалтера проходят онлайн-обучение. Все сидят и проходят обучение, как правильно сделать, предоставить услугу в связи с тем, что изменилось. И вопрос в том, если наш подход какой. Я могу сказать тебе, да, мы берем на себя ответственность, мы реально ее берем, но для зрителя это будут пустые слова. Давай разберем в чем. В чем? В чем, да. Вот в чем вы берете ответственность, а где клиент точно должен понимать, что окей, типа, я могу на это рассчитывать, но по факту за это буду отвечать я. Вот вспоминай кейсы какие-то. Мы назовем этот подкаст, знаешь как, допрос с пристрастиями. Я понял, типа, пытаюсь эту тему с ответственностью прям добить. Не, все правильно, это, я думаю, запрос не только твой. Ты пойми, это боль. Мир разделяется на 2 категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами
и продолжаем смотреть выпуск. Основной как бы момент, который меня тревожит и триггерит, я 10 лет в Польше живу. Тут как бы на кону скоро там обывательство польское, да. И я с этим не согласен, ну, и не буду согласен с этим никогда, мне кажется. 9 лет назад мы открывали компанию, да, наш пример. И это не поменялось за 9 лет. Мы открывали компанию, и мы говорим, смотрите, вот мы иностранцы, ну, как бы слышно, да, типа... А бухгалтерская компания польская? Польская, да. Мы открывали компанию, мы говорим, вот мы иностранцы, что нам нужно сделать, чтобы нормально, легально здесь вести бизнес. У нас будет там консалт, да, у нас будут разработка сайтов и еще там что-то. С чем мы по прошествии времени столкнулись? Во-первых, нам вообще никто не сказал за ВАТ, да, что типа ВАТ существует. Шутку расскажу. И мы начали выставлять фактуры на услуги консалтинговые, да, консалтинг, или там мы на английском писали вообще в инвойсах, потому что мы польского не знали, мы думали, ну, можно на английском писать. И мы такие, типа, consulting services. И consulting services... А потом приходит, меняется наш бухгалтер, который нас обслуживает, и говорит, мы были со знакомым. И он говорит, ребята, так а что ж вы делаете? Во-первых, вы превысили лимит 200к. Во-вторых, вы должны, если консалтинговые услуги, то они сразу подлежат ВАТу. Слава богу, что мы сразу же подались на карту побыту по бизнесу с разрешением типа Б, но у нас, я так понимаю, у тебя есть истории, где этого не произошло. И смотри, завершая мысль, почему, бляха, так происходит? И это и в наших русскоязычных, там, украинских компаниях тоже самое. Ну, за русскоязычных, сейчас перейдем к ним. У нас один из бизнесов – это легализация иностранцев в Польше. Мы периодически выступаем на разных конференциях. Ты сейчас поймешь, к чему я клоню. И стоит стенд легализация обцекраевцев на терене Rzeczy Pospolitej Polskiej. И проходит человек, а там конференция была такая, что это либо собственники, или топы были. То есть там, ну, такого уровня. Это польская Мосбизнесу была. Нас туда организатор Артур пригласил. И проходит какой-то человек, поворачивается, ну, то есть я объяснил, что уровень людей, да, такой высокоинтеллектуальных, поворачивается высокоразвитых. Человек, да, смотрит на вывеску и говорит, а их тут легализовать. И мы сталкиваемся, мы продаем эту историю под названием легализация, мы продаем это компаниям большим, и мы общаемся с лицами, принимающими решения. Многие из них не понимают, что иностранцам нужно иметь основания для нахождения в Польше. И вот твой кейс, это, ну, просто, будем использовать бабушку Кащу, да, сегодня. Да. И вот в той 9 лет назад бухгалтерии, может быть, они шинговали вообще круто. Но они понятия не имеют, у них есть польские паспорта, они, может, за границу никогда... Они сами не были мигрантами, и они не понимают, у них не заложено это, что тебе нужна легализация. ВАТ. Блин, мы с друзьями в шутку, но все больше и больше я слышу новых таких кейсов. Может, мы в шутку придумали создать ВАТ Бизнес Клаб. Есть Ян Бизнес Клаб, а мы хотим ВАТ Бизнес Клаб создать. И это клуб кого? В этом клубе будет не больше 23 человек. Я тебе расскажу. Приходят периодически люди к нам в компанию. Да. Это действующий бизнес может быть. И приходят за какими-то запросами, там, масштабирования, еще что-то. Мы начинаем обсуждать, выяснять. И вот на примере. Приходит человек, говорит, служба такси. Я говорю, окей, сколько машин? Он говорит, ну, не служба такси, в аренду сдают машины. Он там говорит, допустим, 6. Я говорю, сколько ты получаешь за аренда в неделю? Ну, стандарт это Варшава, Вроцлав, это 750 злотых в месяц. Ну да, это в неделю, да. А он мне рассказывает, он там берет на бумажке, разрисовывает бизнес-план, говорит, тут 23% маржи. Меня эта цифра сразу триггернула. Я взял калькулятор, умножил количество машин на количество... Недель в году, да? Ну, короче, ты понял, да, я к 200 тысячам клоню к тому, что... Да. Я говорю, ну, если ты добавишь... Говорю, ты слышал что-нибудь про ВАТ? Он такой, а что это? Я думаю, ты будешь одним из участников ВАТ Бизнес Клаба. То есть 23% маржи в его Excel – это ВАТ, да, который он не платил. Ну и предыдущая компания ему об этом не говорила? Нет. Ну как так происходит? Вот объясни, почему.
Тяжело ответить. Знаешь, вот я пока отвечал на твои вопросы, вот вокруг ответственности тоже меня все кружит. Я, наверное, Я тебя кружу вокруг. Да, я, наверное, сформулировал, знаешь, вот если сказать, я не могу отвечать за всех, за весь рынок, потому что... Не, мы можем только за свой базар отвечать, Да, правильно? ну как пацаны нормально. Да. Вот я тебе, наверное, сформулирую. Наша ответственность состоит в том, что мы не допускаем ошибок, которые принесут клиенту боль. Да. Вот, потому что если ты допустил ошибку и клиенту говоришь, ну извините, так получилось, но это не ответственность. Вот мы стараемся, ну, ты просил какой-то кейс, ну, не то, что там как-то я рекламирую, ну, нету таких, есть какие-то такие мелочные вопросы, но они не выливались ни в штрафы, никакие, ни там посадки, ни блокировки счетов, ни в коем случае. Чаще всего мы, наверное, клиентов от этого уводили. Или, знаешь, есть такой мем, когда едут два человека в машине, это из фильма Николас Кейдж, это Педро Паскаль, когда бухгалтер говорит, что директору, что так делать нельзя, а директор улыбается, он уже так сделал. Вот мы стараемся клиентам объяснять, что так делать нельзя. Окей. Ошибки. Сколько у вас сейчас клиентов на обслуживании? Какая у вас весовая категория? Весовая категория – это малый и приближающийся к среднему бизнесу. А в чем он измеряется? Что значит малый бизнес в вашем понимании? То есть количество сотрудников в обороте? Я тебе скажу честно, мы не измеряем. А ты знаешь, что Польша измеряет? Знаю. Польша малое предпринимательство. Все страны измеряют. До 2 миллионов евро или злотых, не помню. Не, наверное, евро, потому что ЦИТ меняется. Соответственно, малое предпринимательство до 2 миллионов евро оборота в год, это в Польше малое предпринимательство. Я знаю, все страны во всем мире это измеряют. Есть классификация малый, средний и большой бизнес. Да. В некоторых странах малый и средний объединяют. Например, в Украине МСБ – это малый и средний бизнес считается. Мы не проводим анализ, особенно если это новый бизнес. Ты можешь посмотреть в его бизнес-план, но это не означает, что он его достиг уже. Я тебе скажу так, мы не берем крупняков, таких как производство. И мы не... у них, мне кажется, свои бухгалтера должны быть. Да, но запросы поступают. Вот у нас недавно был запрос от девелопера. Тяжело сказать, и я же говорю, мы не пытаемся, как говорят на рынке, втюхать. Я вижу человека, я понимаю его запрос, я говорю, мы тебе не нужны. Да. Мы тебе не нужны. И приходится иногда переубеждать, чтобы не совершить продажу. Хорошо, а дай классификацию по количеству клиентов тогда. То есть, мне кажется, я сейчас свою точку зрения скажу, бухгалтерские компании, они делятся так. Первый уровень минимальный, мы убираем фрилансеров, которые ведут по 10-15 человек, да, я имею в виду компанию, у которой есть процессы. Первый – это 50 клиентов, потом это от 50 до, наверное, там 150-200 клиентов, потом от 200 клиентов до, наверное, 500-700 клиентов. Вот мы в этом секторе. И потом а-ля там от 1000 и плюс, то есть 1000, 2, 3, 5. Мы не в 1000, мы в предыдущем от 200 до 500. Окей. То есть это уже должны быть выстроенные процессы, потому что это уже на коленке все не сведешь. А сколько бухгалтеров у вас? Смотри, у нас команда всего 12 человек, 8... 2 – это отдел продаж, проект-менеджер, кадровая, все остальное – это бухгалтера. И они нормально тащат эту всю ситуацию? Да, мы работаем… Какие зайки вообще? Сказать… Или зайцы? Смотри, есть, вот я тебе говорю, окрес, который развлеченевый, да, называется. То там дают занят, да? Дым с ушей идет, и иногда бывает, это тоже очень важно, возвращаясь к коммуникации с клиентом, поступает запрос на… человек подает какие-то документы на какие-то инвестиции. Да. Ему нужен промежуточный биланс. Есть такие стандарты, да, что в начале года, за предыдущий год справоздание финансовое – это must-have, и редко к нам кто-то обращается, сделайте мне за последний квартал. Это вот мы такие, мы так спрашиваем у бухгалтерии. А он обращается, и он попал в окрес, который 2 дня до дедлайнов, последние компании. Не подходит вам, да. Да, и правильная выстроенная коммуникация должна была, она так по сути и была, то есть конфликта не было, человек с нами остался, но мы ему с небольшим опозданием предоставили от того, как он ожидал, но мы попросили, чтобы в то место, в которое ему это нужно предоставить, потому что диалог это ж, все, что придумали люди, все люди могут изменить. Дедлайн установлен кем-то, комитетом каким-то финансовым, еще чем-то. Если ты рационально объяснишь, что я не могу вам в понедельник, я буду иметь это в среду, то есть конфликта никакого не произошло, но коммуникация, осадочек, я думаю, тоже, надеюсь, не остался. Okay. И мы работаем над автоматизацией. Когда клиент пишет, кому он пишет, бухгалтер либо менеджер? На сегодняшний день бухгалтер.
Вы не хотите эту функцию спихнуть на менеджера, допустим, чтобы Смотри, снизить нагрузку? Или как правильно? В зависимости... Это извечный вопрос. Это извечный вопрос, и я, кстати, анализировал конкуренцию, и когда они говорили, что мы под каждого клиента своего персонального ассистента предоставляем, вот мне интересно было бы с ними пообщаться, как у них это в Excel выглядит, потому что вот у нас, если вопрос бухгалтерский, то пишет бухгалтеру. Если это вопрос доп. Услуги, например, там нужно А1 сделать для своего работника, я настроил таким образом, чтобы писали продажнику. Потому что бухгалтер А1, он знает, что такое А1, не он его реализует. Есть человек, который типа специалист по всем вопросам, которые не классифицируются в одно что-то общее. Да, там. Пиши продажнику. Продажник знает, как это правильно, не то чтобы продать, как... правильно коммуникацию. Провести. Да, провести клиента за руку, да. Okay. Сейчас... То есть, короче, у вас пишет бухгалтера. Для клиента это плюс. Сейчас практикуем еще такую историю. Ассистента взяли бухгалтера, который является связующим звеном между всеми отделами в компании. Смягчает нагрузку. И этот ассистент отвечает в том числе на запросы клиента. Причем у нас классный есть кейс. У нас сейчас есть бухгалтер, который вырос до бухгалтера из ассистента клиента. Ассистента бухгалтера. То есть он из ассистента вырос. Ты ежедневно варишься в вопросах, ты так или иначе уровень компетенции своей поднимаешь. Конечно. И вот уровень компетенции дошел до такого уровня. У нас как раз развитие, скажем так, финансовый график любой бухгалтерии, он выглядит как пила. Ты набираешь много клиентов, их делают то же количество бухгалтеров, у тебя там прибыль пошла вверх. Потом наступает щелчок, когда нужен бухгалтер. Бухгалтер это там зарплата, лицензия, еще что-то. И вот какая средняя зарплата бухгалтера в Польше? Зависит от квалификации. Но о каких цифрах идет речь? Это 1008 злотых? Может быть, да. Я же говорю, зависит от квалификации. Если разделять бухгалтера, это обычная простая Ты имеешь в виду квалификация, он там только jednoosobowo ведет? Jednoosobówki можно и поменьше найти, да. Опять же, смотри, я сейчас тебе говорю за Вроцлав, я рынок трудовой в этой сфере Варшавы не знаю, но если это просто Księgowość ЙДГ, то это меньше. Какие типичные ошибки допускают клиенты, когда ведут бизнес в Польше, вот по стороне бухгалтерии? Именно со стороны бухгалтерии? Да. Где люди имеют, вот сейчас посиди, вспоминай, топ 5-10, сколько будет ошибок, где наши ребята, предприниматели в Польше ловят штангу? Я тебе скажу, что, наверное, самый такой, я не скажу, что она распространенная. Понимаешь, ошибка, например, я не вовремя выслал бухгалтеру документы. Это ошибка, но по сути как бы... это не ошибка. Это не засчитываем. Это не засчитываем, да. Это как пример того, что мы не засчитываем. Не вовремя оплаченный налог, наверное. Окей, не вовремя оплаченный налог. Опять же, понимаешь, ошибки. Я считаю, что ошибка – это то, у чего есть конкретное серьезное последствие. Если, например, кто-то взял, там, презес поехал на встречу с партнерами и решил себе сделать массаж, и закшинговал, взял это на фактуру. Массаж обычное лицо окончательно? История умалчивает, не знаю. То это как бы неправильно, но это не является ошибкой. Он кайфанул, а то, что бухгалтер не сможет это зашинговать, это уже не его проблема. Смотри, у меня по моей практике разные бухгалтера соглашались кшинговать или не кшинговать одинаковые вещи. В зависимости, как ты продавишь. Если ты логически... Что значит продать? Вот давай сейчас мы подискуссируем, пожалуйста. Давай. Смотри, давай вот кейс. Была карта не мультиспорт, а мультикино. Вот это, знаешь, ты можешь купить себе безлимитный абонемент на кино. Это бенефит уже, который облагается. Не. Именно от кинотеатра можно было купить себе за 50 злотых когда-то анлим на кино. Все, да? Вот раз в месяц. 50. Да, ты платишь 50 злотых в месяц, и у тебя безлимитное кино. Ты ходишь в кинотеатр сколько хочешь. Мы купили себе эти карты. Вот. Мы только там начинали нашу жизнь в Польше. Да? Я, короче, купил... Было еще время на кино. Да. Я купил эти абонементы. И мы же такие, все, типа, у нас компания. Мне на тот момент там 21 год. Да? Все, у нас компания, и мы списываем это на расходы. Приносим бухгалтерию, бухгалтерша говорит, полька, она говорит, типа, что-то вы принесли мне такое. Говорю, вот у нас, типа, абонементы в кинотеатр. Тимбилдинг. Не, она такая говорит, я это не закчингую, я это не могу закчинговать. Мы такие, так в смысле? Она говорит, вы себе абонементы купили, я же это вижу. Мы говорим, не, это Виталий предлагает, говорит, это тимбилдинг. И она такая, какой тимбилдинг? Короче, она нам не закчинговала это, она сказала,
вот эту сумму, 50 злотых, я вывожу вам это типа под дивиденды или выплату членкам Зажонду, вы платите с этого налог, и это мы там как-то проводим. Смотри. Но другая бухгалтерия, у меня у знакомого был стартап в Кракове, он говорит, у нас замечательная бухгалтерша. Мы списали PlayStation, я списал туда Mortal Kombat, мы посписывали кальянчики. Я согласен и с первой, и со второй историей. Смотри, есть понятие кошт узыскания приходу. Да. То есть расход, который ты логически можешь объяснить для того, чтобы получить приход. Как можно объяснить PlayStation, Mortal Kombat и кальяны? Если есть наемные сотрудники, то объясняется логически. Я сделал зону отдыха, мои работники много работают, я как классный работодатель о них забочусь. Это кошт узыскания приходу, потому что они отдохнувшие лучше работают. Да. Например, ты поехал в Хорватию, неважно, сам, с братом, еще с друзьями. Ну или с малой какой-то. С малой какой-то. И взял отель на фактуру. И приезжаешь, тебе бухгалтер говорит, ты что, с ума сошел? А ты говоришь, цель поездки в Хорватию была встреча с потенциальными партнерами, которым я предлагал услуги нашей компании. И нельзя не закшинговать это все. Есть кейс, друг мой, он у тебя недавно был, они вдвоем были, про одного из них. Есть такая штука, которая модная, там готовит еду, ты в нее все набрасываешь. Термомикс. Термомикс. У меня такой есть у жены. Он купил термомикс на фактуру. Да. Бухгалтер говорит, я не могу это закшинговать. А Юра говорит, да мне как бы надо закшинговать. Она говорит, так а как? А там он нашел обоснование. У него есть хостел, который на фирме. Там как-то договорами, может, не фирма не собственник, получается, он физлицо. Какой-то есть договор, который... Физлицо он сдает своей фирме в аренду хостел, а этот хостел уже сдается в аренду корейской компании, которая кладет там спать своих сотрудников. И, собственно, логическое объяснение, причем, чтобы ты понял, бухгалтер говорит, если ты на обратной стороне фактуры это опишешь, я ее закшингую. Он написал, что термомикс этот был куплен на хостел, который генерирует мне деньги для того, чтобы оттуда не съехали работники корейской компании. Я считаю, что это кошт узыскания приходу. Удоводнил. Закшинговано. Есть такая тема, называется AML, Anti-Money Laundering, да, и бухгалтерские компании в том числе подлежат этой всей истории, насколько я знаю. Я как бы простой человек, только перед подкастом это прочитал. Так вот, есть AML, и этот AML они как бы должны проходить, и один из пунктов AML это то, что в случае подозрительных транзакций, цоколвик, связанного с торговлей людей, оружием, наркотой и все остальное, то ты должен сглашать, там, я не помню уже какая организация, ты должен сглашать. И получается тут как бы палка на двух концах, то что если он не до конца доверяет своей бухгалтерии, но знает, что бухгалтерия может все слить про него, и с другой стороны, все хотят как-то хотя бы в легальном поле, но оптимизироваться. Вот как это тонкий момент? Тут прокомментируй. Из крайности, я тебе скажу сразу, мне такие кейсы неизвестны ни в нашей компании, ни в других. Буквально на прошлой неделе Марек, проект-менеджер наш, сказал, что планирует ввести закон, который будет обязовывать каждый, в кавычках каждый, там какие-то критерии будут, бизнес трудоустраивать себе в компанию стукача, который будет ходить и смотреть, вот как ты говоришь, если подозрительные транзакции. Если мы говорим о законных методах оптимизации, например, смена налогообложения, которое раз в год возможно, да? Либо, например, бизнес покупает, не знаю, там суши возьмем, да, какой-нибудь, бизнес покупает товар, сырье для производства и не вносит его в кошты. Плохой пример, это глупо так не делать. Разные будут быть. Бухгалтер может посоветовать, это является вашим расходом на получение прибыли, берите на фактуру или там берете в обе, покупаете что-то для того, чтобы покрасить что-то, что вам приносит деньги, возьмите чек с НИПом, если там до 400 злотых. То есть вот таким образом мы говорим, вы делаете расходы, которые... То есть это не фармазон, это просто совет. В случае давки, да, если я купил себе кастрюлю, да, сказал, что эта кастрюля мне нужна, чтобы лучше вести бизнес, да, а на самом деле я там бухгалтера продавил, но потом приходит налоговая и спрашивает, что это за транзакция, и говорит, что не, мы не согласны. Смотри, в самом худшем случае, что может быть, опять же, кейсов таких неизвестных нету, но я знаю, какие могут быть последствия. Тебе нужно будет, так как это ты вписал в расход, соответственно, твоя налоговая база стала меньше.
Ну, то есть ты меньше вата заплатил и меньше сита, допустим, да. если тебе нужно будет просто доплатить, может быть, с какими-то отсетками. То есть там никакая тюрьма, ничего. Но тут, понимаешь, продавил бухгалтера, важно понимать о том, что ну, ты не купишь что-то прям логически, которое никак не натянешь на это все. Ты просто продавить бухгалтера, это в моем понимании объяснить ему. Вот, допустим, взяли мы на фирму дрон. У нас одно из подразделений «Финанс-эксперт». Мы являемся посредниками в ипотечном кредитовании и агенция нерухомости как таковая классическая. И вот задает бухгалтер вопрос, ну вы с ума сошли, зачем вы дрон взяли на фактуру? А я говорю, а у нас реально это есть, отдел продаж, девочки ездят, снимают объекты, в которых мы участвуем как посредники, они снимают это на фото- и видеокамеру. Я придумал как производитель компании, что было бы классно, более продаваемо, если это снимать все на дрон. Я это объяснил, она говорит, вообще не вопрос, к чингуем. То есть тут понял уровень логики. Не в том плане, что я выдумал, ну, вот я тебе сейчас объяснил, ты согласен, логически. Это, да, это логическая цепочка. Если ты, ну, ваш бизнес, да, услуги, ну, ты микрофон купишь на фактуру, это логично. Если я куплю себе, знаешь что, какой-то кабриолет, Camaro, дебильный кабриолет за 20 000 евро, понял? Вполне возможно, что можно будет его зачиновать. Okay. Потому что, ну, опять же, если ты его берешь на фирму, ну, да. И ты логическое объяснение, тебе это средство передвижения, как оно выглядит, это кабрик или там, не знаю, тебе это твой инструмент для зарабатывания денег, потому что на такси либо на поезде ты будешь медленнее передвигаться, это твоя неконкурентная будет особенность, и твой потенциальный клиент уйдет к тому, кто к тебе приедет быстрее. То есть, короче, чтобы этот блок зафиксировать, основной как бы инсайт это в том, что если ты можешь это логически объяснить да. и бухгалтеру, и потом, если нужно, налоговое, то, пожалуйста, защищай, как бы отстаивай свои интересы, границы и доказывай, да, и проси это зачинговать. Да, но если это натянуто, условно... Если ты комбинируешь, то придется потом объяснять. Придется объяснять. Хорошо. Что еще по ошибкам? Юра покупает моему ребенку пару лет назад на день рождения карандаш для планшета, а я покупал ей планшет. И приходит бухгалтер, говорит, как ты взял на фактуру? Он говорит, ну так это же логично объяснить. Он говорит, у тебя на фирме нету ни одной фактуры, что ты покупал планшет, зачем тебе карандаш? Ну там как чик-чик отмотали, доплатил, там, тут и все. То есть это очень важно не комбинировать. Потому что вот я прям... Вот, ну давай вот комбинаторство обсудим. За что можно присесть в Польше в плане вот комбинации? Ой. Это, наверное, если ты государство на очень много денег обманешь, хотя я не буду называть без имен рода бережет вражливую информацию. Не, ну я знаю людей, у которых задолженность перед ЗУСами или ватами большая, и договариваться. То есть это все... Я не знаю, у меня нету кейса, у меня, слава богу, ни один из знакомых, либо ни один из клиентов, либо ни один вообще из близкого или далекого окружения, которого я хотя бы знаю, как зовут, не сел из-за проведения какой-то хозяйственной деятельности. Но у них были, может, они ничего не нарушали, то и не сели. Ты знаешь, я тебе скажу, одна из причин переезда моего в Польшу, это была, не главная, но одна из причин. Да. В Украине система правоохранительная и законодательная работает таким образом, чтобы дождаться, пока ты накосячил, и жахнуть тебя. Да. В Польше работает, ну, с моей точки зрения, предотвратить это все. И ужинды разные, и ЗУСы, они могут прийти к тебе в фирму, но это диалог не будет с их стороны позиция сильного, а ты слабого. Вполне спокойно можно, если ты четко знаешь, что ты не комбинируешь, ну, ты платишь вовремя те налоги, которые ты должен платить на работников и на свою деятельность. И, в принципе, ну, это из таких базовых вещей. Если ты там не закупаешь оружие, если ты не сотрудничаешь с странами, которые, там, Ирак, Иран какой-то, да, которые входят в бан мировой, то тебе нечего бояться. Но, опять же, тут важно понимать, что если у тебя нету хорошего бухгалтера, то у тебя в компании 100% будет хороший налоговый инспектор. Ну да, это лозунг. Смотри, я сегодня буду таким, получается, инспектором, странным человеком, да, который как будто типа пытается обхитрить систему, обмануть там и все остальное, да, то есть сделаем дисклеймер, я сегодня именно такой, потому что я максимально встаю на сторону именно клиента, да, и пытаюсь тебя спросить, допросить, расшатать лодку для того, чтобы люди понимали, как это на самом деле работает. И ты как бы умный и красивый человек, все классно рассказываешь, но мы же с тобой знаем, что мы все сюда приехали, понятно, в Европу для того, чтобы не скрывать налоги, а оплатить их.
Мы это все знаем. Но реалии таковы, что если ты будешь в Польше платить все налоги, если ты будешь самым там послушным товарищем и ничего не делать, не оптимизировать, где-то там не прикручивать, не прибрехивать, то достаточно сложно конкурировать. И я это знаю даже со стороны поляков. Ну, то есть я не знаю, как в твоем окружении, но в моем окружении есть поляки, которые тоже мне в открытую говорят, типа, что если я могу где-то тут взять в кэше бабки, если я... Допустим, в ремонтах это часто, да, я с клиентом, поляк, там договаривается, что ты мне часть заплатишь кэшем, часть я тебе выставлю фактурку. То есть это нормальная практика. И тут мы к этому не призываем, это неправильно, да, но мы с тобой просто... Давай я за себя буду говорить, это будет правильно, да. Я просто встречаю то, что люди пытаются оптимизироваться, и очень часто, да, я вижу тот факт, что они переступают черту. Это небольшие нарушения, но они переступают эту черту, и в том числе в Польше. Где эта черта заканчивается? Мне вот важно понять. Где не показанный чек там один раз в месяц, это окей? Ну, типа, не показал, на твой страх и риск, да, пока проверка не придет или еще там как-то. А где уже начинается плохая история, за которую может прилететь? То, что, ну, ты же знаешь, что мы занимаемся, да, и там 5 лет занимались регистрацией компаний, и тоже там связаны с бухгалтерией были. У нас были там клиенты, где мы им со старту говорили, ребята, ну, это плохо. То есть то, что вы сейчас там хотите делать, это плохо, так нельзя, так не надо. Очень часто есть история, любимая для ПИП, Панстовая инспекция працы. Это нелегальная работа, особенно где-то там за границу, да, там в Бельгии, еще где-то. Как ты считаешь, теперь вопрос в студии, как ты считаешь, где эта граница? Что можно делать из адекватно дозволенного, что нет? Ну, или смотри, же, типа, надо все в белую и... Смотри, сейчас отвечаю как уженник, а потом как я. Прошу bardzo. Нужно со всех приходов фиксировать их и платить налоги. Все, раз. Отвечаю теперь как бизнесмен. Знаю, что в некоторых бизнесах размер маржи как раз вот лежит напрямую коррелируется. В размере твоей наглости, да, и риска. Да. Но есть же такое. Да. Ну, тут понимаешь, вот у бизнеса есть такой подход, я эту фразу в Польше услышал, мне она очень понравилась. Бизнес должен осознавать, на какой он риск идет, и принимать решение, идти либо не идти. Угу. Потому что если, например, вот компания там побольше, поменьше, неважно, происходят какие-то действия, и никто не понимает, какой риск, это плохо. Да. Но я в том числе знаю бизнеса, которые понимают, что это риск, но осознанно на него идут. То есть это бизнес-риск. И, как правило, уровень заработка бизнеса напрямую зависит от уровня риска. Я сейчас не говорю, что это связано с неуплатой налогов, это имеется в виду в бизнес-модели, но тут можно, понимаешь, тут вопрос, каждый принимает решение для себя. Если клиент к нам обращается, он говорит, я буду работать с наличкой, мы ему говорим, тебе обязательно нужен кассовый аппарат. Ну, да. Но мы не приезжаем к нему на точку, не инспектируем, есть ли у него кассовый аппарат. Мы работаем с теми документами, которые он нам предоставляет. Мы не говорим, а точно у тебя не было налички или еще что-то. Хорошо, как ты считаешь, салоны красоты, сколько из всех салонов красоты, сколько из них в процентном соотношении бьют все чеки, а сколько из них не бьет все чеки? Вот если взять 100% салонов красоты. Обожаю статистику, знаешь почему? Потому что существует 3 субстанции. То, что ее никто на самом деле не может посчитать. Правда, ложь и статистика. Да. Не, ну мы же вообще... Я уверен, что большинство... Смотри, все, что мы говорим в подкасте, неправда, и это вымышленные персонажи. Мы ситуацию с тобой моделируем, да. Фантазер, ты меня называла. Я считаю, что большинство. Но если я кого-то этим обидел, кто-то, например, ведет какой-то бьюти-бизнес и ни разу такого не делал, извините меня, пожалуйста. В смысле, ты считаешь, что большинство... Не все чеки, не всю наличку шалят, да. То есть, условно, большинство, это типа 90% бьют не все чеки. Ну, я не хочу сейчас привязаться к проценту, не знаю, потому что не знаю. Но большинство, я думаю. Ну вот. И тут, понимаешь... И что же им делать? Сядут они в тюрьму за это или нет? Нет, конечно. Не сядут? Нет. Штраф? Да. Я даже... Как это процессуально расходит? Давай вот штрафы еще. Давай так, если, может быть, это реально будет интересный запрос. Я сегодня дотошный, да, какой-то? Нет, тупо отлично. такой? Не скажу прям на 100%, что нужно отчебучить, чтобы присесть. А я скажу. Но потому что реально не было кейсов. Я сидел. Нет, ВАТ. ВАТ – это же налог… Знаю несколько примеров, это не наши клиенты, уровень этих клиентов настолько большой, что мы бы никогда не смогли закрыть их потребность. ВАТ… Они комбинировали с ВАТом. ВАТ можно тоже на раты разложить.
Не-не, ну я имею в виду вообще в целом. Ты же ВАТ — это налог, за который ты несешь криминальную отповедальность. То есть криминальную ответственность. Это налог, за который тебя могут именно посадить. Да? Ну, там, по-моему, уже есть корреляция какая-то к сумме. Там есть корреляция к сумме. Это понятно, что если ты 5 злотых не доплатил, то, ну, как Позвонят на следующий день. Это тоже. Если, я имею в виду, если ты 5 злотых не доплатил, то, смотри, любое государство — это тоже бизнес. И тебе невыгодно садить в тюрьму кого-то, кто не заплатил 5 злотых ВАТ, потому что его кормежка в тюрьме будет стоить 20 злотых в день. Правильно? Ну смотри, тут вопрос с неуплатой ВАТа, чтобы мы не путали понятия, это не ошибка, это злой умысел, неуплата. Это не ошибка бизнеса, это злой умысел. Да, я сейчас про злой умысел, то есть я сейчас по хардовой истории, да, иду. Ну хорошо, давай про ВАТ. Если будет твоей аудитории интересно, мы можем выложить под этим видео комментарий, потому что мне нужно пообщаться с нашим проект-менеджером Мареком, который в этом ежедневно варится. Потому что я не фокусируюсь на комментарий чего? Какие могут быть случаи, чтобы потенциально присесть? Да. Потому что, может, людям будет интересно. Ну, давай мы сделаем какой-то Google Doc, да, и просто понятно, мы не всю базу соберем, потому что налог, связанный с ВАТом, и вообще уставы, связанные с ВАТом, это вот такая книжка. То есть я видел эту книжку, это вот такая книжка, вот таким размером. Мне ее когда-то мой один знакомый поляк, юрист, показывал. А ты знаешь, какие самые... И поэтому, когда я ему пришел и сказал, слушай, пусть будет Пшемек, слушай, Пшемек, а я вот тут хочу выставлять фактуры там в Ирландию, но с Ирландии будет переставляться фактура туда-то. Мне надо быть плательщиком ВАТ? Или я не подлегом ВАТ? А он не знает что? А он мне такой, типа, дает эту книжку. Я говорю, слушай, давай ты мне заплатишь за консультацию, и я тебе потом скажу. И я тогда... Понял. Но в данной ситуации неправильно сформулированный вопрос был. Потому что вопрос, отвечая на этот вопрос, ты должен быть зарегистрированным плательщиком ВАТа, но фактура должна быть выставляться без ВАТа, да, потому что экспорт услуг. Сделаем Google Doc такой без проблем, ну, если будет людям интересно. Но смотри, знаешь, какие самые дешевые деньги для бизнеса в Польше? Ну, это такой антисовет, знаешь, как была книга плохих советов, это ЗУС. Если ты не платишь долго ЗУС, а эти деньги используешь для бизнеса, и тебе потом звонит или приходит ЗУС, то ты можешь с ними заключить мировое соглашение и разложить это на раты. Под 0% годовых. Это важный инсайт. Ты сейчас должен это прям с уверенностью сказать. Ситуация следующая. Если вдруг по каким-то причинам вы не платили ЗУС, то есть возможность разложить его на раты. Да. То есть официально договориться с ЗУСом о том, что да, я виноват, пожалуйста, давайте как-то с вами по-братски эту ситуацию решим и разложим это на раты, и я все выплачу. То есть сделать рассрочку платежа. Да, под 0%. Вау, под 0%. Это дешево. Ну, это нормально, ты попользовался деньгами, и это дешево. Смотри, вот тоже одна из наших зон ответственности, не только бухгалтерия, еще кадры. Особенно, если это трудоустройство иностранцев. Да. Есть понятие легализация по быту, есть понятие легализация затруднения. Это разные вещи. И мы их чеким, проверяем, имеется в виду, при сотрудничестве. А является ли ошибкой? Ну, ошибка какая может быть предпринимателя? Он может начать трудовые отношения с человеком, не сообщив об этом нам. То есть человек начинает выполнять какую-то работу, не может быть, ни созволения нету, если там не гражданин Украины, там, белорус, например. Ну да. Нету трудового договора, еще прочее. Да, это ошибка. Это может быть халатность, вряд ли это злой умысел. Пару раз, по-моему, такое было, что... если в ЗУС не сгвощил? То есть он заключил с ним договор, окей, разрешение на работу на этого человека не нужно, но он просто вот как бы все, есть договор, я вам сказал, как бухгалтерская компания, но в ЗУС кто мужчина сгвощит? Ну, кадровая должна быть. Кадровая, окей. А у нее есть доверенность, у вас есть доверенность, да, и вы делаете И вот если сейчас не про разглашение в ЗУС, а вот, например, быстро нашел СТО, да, там механик уехал или спился, а нужно нового механика. Ну, скорее спился. Нашел себе нового механика, он там уже 2 дня крутит гайки, а ты просто в потоке бизнеса, ты не думаешь, вообще бизнес не должен думать о бухгалтерии или кадрах. Он должен уверенным быть, что у него за спиной есть надежный партнер, а вот он даже не подумал и не передал нам, и приходит ПИП. Не смертельно, в тюрьму не сядет. Максимальный вообще так штраф от 1000 до 30 тысяч злотых. На моем опыте никогда... 30 никто не дает. Никогда. 1000, и то они когда называют эту сумму, как говорится, я назову это слово целиком, они когда называют, они очень сильно переживают, что ты сейчас упадешь в обморок, потому что должен заплатить аж целую 1000. Поэтому, да, вот если так немного так подфиналить, то если бизнес хочет спать спокойно,
и не следить, не копаться в интернете, не искать, какие законы поменялись, не штудировать вот такой учебник, как ты говоришь, ВАТ. Найдите себе надежного партнера. Мы трактуем всех клиентов, прозвучало сегодня много раз клиент, но мы всех трактуем как партнер. Это наш партнер. Ты знаешь, у нас была вот там консультация, и просто консультация с клиентом, и он занимается медицинским бизнесом, он будет здесь стоматологию открывать. И он говорит, что у нас, у нормальных стоматологов есть четкая разница между клиентом и пациентом. Он говорит, я называю всех пациентами, потому что клиент — это как будто я там пытаюсь с него деньги вытащить, а я называю их пациентами. Также и здесь. Можно говорить клиент, а можно говорить партнер, да, он ваш партнер, вы его партнер, Да. где вы строите какие-то надежные партнерские отношения. И ссылку на такого прекрасного партнера можно найти здесь внизу, оставить заявку, дадите консультацию в начале по онбордингу, по налогам, да, по ситуации человека и предложите какой-то оффер по бухгалтерии. Да. Часто задаваем вопрос к советам начинающим предпринимателям, потому что крупным, тем, кто уже действует, они уже, наверное, во многом сами разобрались. Занимайтесь бизнесом, не бойтесь действовать, допускайте ошибки, все поправимо. В тюрьму не сядете. Спасибо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.